вечер. Меня зовут Влад Новиков, я разработчик компании Smart, занимаюсь системой Dynamics. В продолжении к первой теме хочу еще раз сакцентировать внимание на двух таких системах ведения ролей, как Role-Based роли и XDS. Role-Based роли определяют нам, какие функции те или иные роли могут выполнять, которые мы предоставляем пользователям. А XDS Policy — это система, которая пришла на замену RLS, если кто знаком, в 12-ке, причем что она уже в 12-ке существует и в 7-ке продолжает активно функционировать. Она определяет, какие ограничения к ролям будут выставлены благодаря вот этим политикам, которые мы настраиваем. И я знаю, что тема у меня немножечко другая, но я просто вот пропущу первый слайдик с картиночкой и вернусь в систему, чтобы показать, как настраивать XDS Policy. Так, это та система. Я не буду показывать с нуля пример, я его уже заблаговременно подготовил, потому что для того, чтобы он отработал и для того, чтобы были видны изменения, необходимо просинхронизировать базу, а это приблизительно полчаса. Поэтому в чем суть? Мы создаем новую query, которой будем ограничивать записи для какой-то определенной роли. В чем у нас вообще вот суть? Мы пытаемся для какой-то определенной роли ввести ограничения, чтобы она видела какие-то определенные записи. В данном случае мы будем ограничивать табличку cast-table наших кастомеров, тех, у кого выставлена, насколько я помню, cast-группа 10. Сейчас, секунду. С номером 10. Да. Так, итого, мы создаем query, в которой указываем наш data source, который мы будем ограничивать. Выбираем cast-table. Напомню, что в 7-ке для того, чтобы мы могли использовать табличку из AOT, то мы должны присоединить нашу модель, в которой мы работаем, к той модели, в которой находится эта табличка. В данном случае cast-table находится в Application Suite, поэтому необходимо присоединить Application Suite к нашей модельке. Мы создаем Simple Query на основании cast-table и вводим range. Говорим о том, что по полечку cast-group мы ограничиваем значением 10, и затем эта query в дальнейшем будет определять, что все наши записи из cast-table будут ограничиваться только cast-группой, у которых значение представлено вот 10. И создаем новую security policy, в которой мы указываем, что мы указываем? Мы указываем, что это ограничивающая табличка, выставляем вот тут yes. Мы говорим о том, что ограничиваться будет какая-то определенная роль. Говорим, какая табличка будет ограничиваться, наша cast-table. Cast-table. Говорим, какой query. Вот это будет та query, которую мы создали заранее. И говорим, на какую роль будет накладываться это ограничение. Ну, после этого мы билдим проект, синхронизируем базу, и у нас теперь все те, кто будут с ролью Sales Manager, не помню, как на русском, сейчас проверим, у них при открытии строк клиентов будут ограничены только те записи, у которых cast-группа равняется 10. Сейчас я это продемонстрирую. Не то. Такс. Это у нас запись, у которой системные права. И вот другому логину мы выдали роль Sales Manager, то есть ту, которую мы указывали в нашей полисе. Когда мы открываем список клиентов от системного администратора, то мы видим все записи, неважно с какой cast-группой. Вот тут есть 10, 90, 30, мы видим их все.
Но если мы откроем Axapto под другим логином, да что такое? Рано. Если мы открываем Axapto под другим логином, под тем, которому мы предоставили роль Sales Manager, мы видим только тех кастомеров, у которых CastGroup равняется 10. Сейчас я для чистоты эксперимента еще раз открою список, чтобы вы не думали, что это кастомный фильтр. Вот так работает XDS. Причем, что самое интересное, XDS работает не только на какие-то формы и гриды и так далее. Она работает также и на все отчеты, и на все Excel-евские отчеты, которые мы загружаем с помощью того же Excel 1 в 12. И вот, чтобы это продемонстрировать, мы можем открыть какой-нибудь отчет по кастомерам. Чатаем. И видим, что отображаются только те кастомеры, у которых каст-группа равна 10. То есть если вот мы сейчас откроем всех кастомеров, да, что такое? Если мы сейчас откроем всех кастомеров, то мы видим, что вот у нас есть какой-нибудь US 001, US 002, 003 и так далее. Ну вот, хорошо, тут пример. После 4 должен идти 5, но поскольку 5 в 30 группе, у этого логина мы его не увидим, поэтому идет только 6. Таким образом, подытоживая, XDS Policy позволяет нам ограничивать выборку данных на уровне ролей. Вопрос прозвучал на уровне таблицы или на уровне записи. Можешь, пожалуйста, уточнить вопрос? Да, я еще раз повторюсь. Мы выбираем, какую мы таблицу будем ограничивать и по какому рейнджу. То есть мы выбираем query, на которой настраиваем, какое поле, каким значением ограничивать. И, соответственно, у нас есть еще основная табличка, которую мы будем ограничивать. И вот с помощью вот этой query мы ограничиваем все выборки, все записи, которые будут отображены нам в системе под таким-то логином, такой-то query. То есть, грубо говоря, у нас на один логин может быть несколько query, и тогда будут разные записи ограничиваться. Так, теперь вернемся к теме моменты, паттерны, команда и хранитель в Dynamics AX. Паттерн, команда. В чем его суть? Мы можем взять все наши запросы, которые мы пытаемся сделать с каким-то объектом, ну, грубо говоря, все наши операции, инкапсулировать их в какой-то объект и работать дальнейшее с этими запросами как с объектом. Как это работает? У нас есть интерфейс команда, который определяет, который задает тон всем конкретным командам, которые его реализуют. Дальше у нас есть ресивер, который получает команды и выполняет какую-то определенную операцию. Есть инвокер, который вызывает команду, и клиент, который создает требования и дергает инвокер. Если кому-то схемка непонятна, вот то же самое есть и с кодиком. То есть у нас, еще раз, есть интерфейс, в котором мы определяем логику поведения всех наших команд. В простейшем случае это мы говорим о том, что у нас должна быть функция execute. Затем мы говорим, что конкретная команда имплементирует у нас наш интерфейс команды. В рамках каждой команды в имплементации у нас выполняется какая-то операция ресивера, который получает тип команды и выполняет операцию. Собственно, в классе receiver мы задаем, какие операции он выполняет. В классе invoker мы говорим, какую команду использовать через set command. И, собственно, клиент — это наш клиент, где мы выполняем всю логику. Варианты использования — ответная команда на команды. Допустим, у нас возникает какая-то ситуация, когда если в системе произошла одна команда, в зависимости от команды, которая поступила на вход, необходимо дать какую-то ответную команду на входящую команду. Реализация очереди запросов или макросов, когда мы нажимаем на кнопочку и хотим, чтобы у нас выполнилось ряд каких-то команд, которые мы задаем.
Введение логов, то же самое. Мы можем непосредственно говорить о том, что мы пишем команды, которые выполняются, которые должны будут выполниться с объектом, и оперируем с ними как объектами. И каждая из этих команд ведет за собой хвост, по которому мы можем потом определить, какие команды были выполнены. Программируемые кнопки интерфейса, например, как у нас работает пульт, что каждая кнопочка, это у нас выполняется какая-то команда. Включить пульт, выключить, включить там телевизор, выключить телевизор, уменьшить температуру и так далее. Индикаторы выполнения, если у нас будет на каждой из команд какая-то дополнительная логика, вот если мы в интерфейсе задаем логику сообщить свой статус текущий, то мы непосредственно, если у нас идет какая-то очередь запросов, то мы можем определять текущий статус выполнения всей задачи. Визарды реализованы с помощью команд и транзакции, в основном тот пример, о котором чаще всего говорят, и о котором я буду тоже говорить дальше, это транзакции и undo операции. Причем, что в отличие от следующего ваш шаблона, про который я буду рассказывать, они тут выполняются в виде callback. Как действуют транзакции, проговорю для тех, кто не знает. У нас в рамках одной транзакции могут выполняться ряд операций, и если в какой-то из них происходит какая-то ошибка, то мы возвращаемся на начальную стадию транзакции и отменяем все операции, которые были произведены сначала вот TTS-коммита до TTS-begin до TTS-коммита. Паттерн-хранитель момента. Очень простой паттерн. Его главная идея — это сохранять текущее состояние объекта и дальнейшей возможностью его восстановления. Формально, как у нас работает бэкап или система контроля версий. То есть тут у нас происходит undo операции по методу rollback, когда мы не делаем какой-то обратный вызов операции, а именно откатываемся к предыдущему состоянию объекта. Схема шаблона, опять же таки, очень простая, как и сам паттерн. У нас есть момент хранитель состояний, у нас есть оригинатор, который заполняет момента, у нас есть caretaker, который формирует список этих состояний, и клиент, который его вызывает. Undo-redo операции с помощью момента и команды, плюсы-минусы. Что тот паттерн позволяет реализовать функционал undo-redo. И если момент, он ориентирован больше на значение, потому что мы запоминаем каждый момент времени, мы запоминаем текущее состояние объекта, то команда ориентирована на объектно-ориентированная. Потому что мы запоминаем, какие мы команды выполняли, и можем использовать какие-то еще микроинформацию, которая нам необходима для того, чтобы понимать, как, допустим, что значение поменялось с одного на другое. Поэтому из плюсов, опять же, таки у момента нет расчетов. Мы, когда делаем undo, мы просто вытягиваем предыдущее состояние. Когда делаем redo, мы вытягиваем другое состояние. Не нарушается бизнес-логика. Потому что когда мы реализуем цепочку действий через команды, то крайне необходимо выдерживать правильность и корректность порядка использования этих команд. Когда мы используем моментум, мы в любой момент можем просто дергать состояние объекта, если мы поставили, допустим, на запись стек, в который у нас входят какие-то состояния объекта, то мы просто в любой момент дергаем каждое состояние этого объекта. И из минусов, естественно, когда мы ставим этот стек на запись, мы очень сильно нагружаем память, потому что мы записываем весь объект целиком, записываем все его свойства. Поэтому тут на помощь приходит паттерн команда, который совершает малую нагрузку на память, поскольку запоминаем просто команды, которые мы выполняем, и те значения, которые меняются с одного на другое. Но из минусов у нас появляется более сложная реализация и запрет redo после изменений. Что это значит? Допустим, все знакомы с Word. Мы написали одно слово, два слова, потом нажали Ctrl-Z. У нас есть возможность вернуться к предыдущим изменениям через redo, через Ctrl-Y. Но если мы напишем какое-нибудь еще дополнительное слово, эта возможность пропадет. Это происходит потому, что в Word реализован паттерн команда. И получается, что мы говорим о том, что мы выполняем эту команду, потом возвращаемся обратно на команду. И если мы изменили ветку, по которой будем идти в ходе выполнения нашей команды, то мы уже не сможем вернуться на первое изменение.
Сложно, да? Или понятно? Супер. Тогда переходим к демонстрации в системе. Я начну, пожалуй, с... Вопросов нет. Начну с демонстрации момента, поскольку он проще. В чем суть? Мы будем в рамках этого толкса говорить о двух подходах к реализации undo redo операций, но и начнем мы с момента. То есть у нас есть какой-то дата-контракт, который содержит в себе 3 полечка. Каждому из них есть параметр. Типичный дата-контракт. Дальше у нас есть classic momento, который содержит в себе переменную состояние, которое является, собственно, экземпляром нашего классика дата-контракта. Инициализатор этого метода, причем, что очень важно тут помнить о том, что не нужно передавать, нельзя тут написать state равняется new, ну, нельзя написать вот так и закрыть все остальное. Потому что классики у нас ссылочные типы, и если мы так сделаем, то у каждого нового при каждом новом состоянии предыдущее состояние будет затираться новым ссылочным типом. Поэтому необходимо копировать дата-контракты по значениям. И метод, который возвращает наше состояние. Что у нас есть в оригинаторе? Оригинатор у нас предоставляет новое состояние нашему оригинатору. То есть каждый оригинатор в каждый момент времени принимает какое-то состояние. Это состояние он может выставить моменту, если мы зададим эту функцию saveState to momento. Он может получать state из момента, getState from momento. И за каждую новую операцию мы меняем текущее состояние нашего оригинатора. И caretaker. Мы делаем мапу, которая будет содержать в себе значения наших классиков momento. И говорим о том, что когда мы добавляем новый момент в нашу мапу, мы увеличиваем индекс, и по новому индексу мы инсертим запись. Когда мы хотим получить запись, то мы делаем get из мапы по индексу, который мы задаем. Упали бумажечки. Ну и всякие вспомогательные методы. И на самом клиенте у нас получается, что мы задаем дата-контракт, инициализируем оригинатор caretaker и инициализируем какими-то значениями наш дата-контракт. Это значение, это состояние дата-контракта мы фиксируем в нашем оригинаторе и говорим о том, что сохрани это состояние из оригинатора в момento. После этого у нас появляется уже первое состояние объекта, которое мы сохранили до этого. Если мы, ну, соответственно, тут мы увидим, что оно вывелось. Потом мы меняем какое-то значение в нашем дата-контракте. После того, как мы поменяли значение, мы снова его сохраняем, даем это значение оригинатору и говорим о том, что сохрани и его в моменту. У нас уже есть два значения, два состояния, которые мы храним. После этого мы делаем undo. Мы берем текущий индекс, отнимаем предыдущую операцию и говорим о том, что дай мне то состояние, которое было в момento по такому-то индексу. И потом возвращаемся к нашему текущему состоянию. То есть формально делаем redo. Сейчас я подозреваю, что у нас тут сервис потух. Пропал. Ну и работает. А видно код, да? Я могу сделать чуть больше. Сейчас на второй пример будем делать чуть больше.
Надо было показывать на 12. Были ли какие-то вопросы, может быть, по моменту? Что-то неясно. Вот как здорово. Что? Сделать запрос на undo формочки и сказать, необходимо сохранять каждый раз состояние объекта, не перенося его в базу данных. То есть на момент, грубо говоря, сессии сохранять каждое состояние объекта, с которым ты работала. Вот в том-то и проблема, что в данной ситуации это большая угроза памяти, потому что мы, если объект, ну, в зависимости от того, насколько большой объект. Если у нас свойства объекта мало и методов, полей, то отработает достаточно быстро. Ну, то есть будет работать нормально система. Да, допустим, вопрос был про то, где можно в Аксапте использовать undo-redo. Допустим, мы создаем диалог какой-нибудь на формочке, который, ну, вот тот же самое заполнение, создание клиента, и у нас изначально заполнение полей идет, поскольку эта формочка, у нас не происходит инсерта, когда мы уходим в записи, то мы можем менять эту карточку ровно столько раз, сколько нам вздумается. И очень бы удобно было бы, как в Word, сделать Ctrl-Z, если мы ошиблись на какой-то одну из записей. Сори, я понял, что так долго. Потому что мы стартап Object не выставили. Сейчас должно быть быстрее. Может, еще какие-то вопросы? Мы сейчас, не знаю, по времени, попробуем быстренько разработать undo-redo команды через паттерн команды. По предыдущему. Да. Вопрос звучал. Можно ли разным ролям назначить доступ к изменению одного поля в таблице? Трем разным ролям, по каждой роли по полю. Да? Чего не? Да? Ты тоже накладываешь query. Я не могу понять, что это происходит или нет. О! Сейчас мы увидим, что у нас было сначала первое состояние. Ну, я пока проговорю, что мы хотим увидеть. То есть, еще раз, мы заполнили дата-контракт такими значениями. 10 John от Andy. Потом мы говорим о том, что мы меняем от Andy на спикера. Поменяли от Andy на спикера и снова выводим. Затем мы говорим undo операцию, то есть мы возвращаемся к изначальному состоянию, а затем redo операцию. То есть формально мы хотим сейчас увидеть 4 строчки, где будет написано 10 John от Andy, 10 John speaker, 10 John от Andy и 10 John speaker. Вот у нас появилось 4 строчки. 10 John от Andy, 10 John speaker, 10 John от Andy и 10 John speaker. Ура! Так.
Теперь давайте немножечко интерактива. Для лучшего понимания принципа работы команды мы создадим команду сейчас на undo. Сделаем это, наверное, с тем же дата-контрактом, чтобы просто сэкономить время. Сейчас мы создадим папочку. Хотя давайте новый дата-контракт создадим, чтобы было быстрее на 2 полечка. Делаем name и делаем ему description. Делаем 2 пар метода. Сохраняем. Все, у нас есть дата-контракт, который мы планируем заполнять. То есть формально можем вот сейчас представить ситуацию, что мы на диалоге пытаемся заполнить какую-то формочку, заполнить какую-то карточку. Мы создаем интерфейс команды. Давайте я чуть увеличу шрифт. Создаем интерфейс команды, в котором мы говорим, что у нас будет 2 метода. Первый будет redo. Он же будет нашим изначальным, если это первый метод, то это будет нашим do формально. И второй метод redo. На вход и на выход он будет возвращать объект. Объект, который мы ему предоставим, как уже понятно, наш дата-контракт. И измененный объект после выполнения каких-то наших операций. На самом деле тут мы... Это не важно, декларация, но чтобы не путаться, что мы отдаем и возвращаем объект. После чего мы говорим о том, что у нас будет 2 команды. Первая, которая модифицируй мне, пожалуйста, имя, и вторая, модифицируй мне, пожалуйста, описание, которое будет реализовывать наш интерфейс. Мы говорим о том, что implements iPerson command. Это у нас name. Мы прописываем, объявляем 2 переменные. Старое значение и новое значение. Делаем инициализацию. Где на вход мы принимаем наш дата-контракт. Person to field.
Надо было назвать data contract, ну ладно, я думаю, вы простите меня. И name. И говорим о том, что каждый раз, когда у нас будет вызываться эта команда, старое значение, которое будет записываться в эту команду, это будет текущее состояние данного полечка на нашем входящем дата-контракте. И новое состояние — это наше входящее значение. Так. Дальше мы говорим о том, что операция redo будет принимать в себе объект нашего дата-контракта. И менять ему значение имени name, потому что мы работаем сейчас в рамках команды modify field name. Person DC. И возвращает наш person с обновленным уже полечком name. Угу. И то же самое делаем реализацию метода undo. То есть снова у нас идет object, undo, object person DC. И мы говорим о том, что если у нас приходит callback, то мы возвращаем старое значение, которое сохранилось во внутренней переменной нашей команды. Потому что формально что у нас происходит? Мы вызываем ту же команду, но с callback'ом. Все, это наша команда. Прошу прощения. Дальше мы реализуем вторую такую же команду, которая будет править наш description. Modified. Тоже мы реализуем команду. Тоже у нас есть старое новое значение. Только тут мы достаем старое значение из description. И делаем то же самое. Что у нас получается? У нас получается сейчас есть уже две команды как объект, которые мы можем затем использовать в дальнейших наших модификациях. Что мы делаем дальше? Мы делаем наш... Сейчас ничего ли я не пропустил. Пам-пам-пам-пам. 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 Да. Дальше мы делаем контроллер.
st modified он уже не реализует команду, он уже управляет нашим, грубо говоря, стеком выполнения наших команд, которые мы тут будем являть. Соответственно, мы делаем list, redo list и list undo list, куда и будут записываться все ряд выполнения наших команд. Делаем переменную, делаем метод обновления. Где будем обнулять наши листы. Дальше делаем инициализацию нашего классика. Говорим о том, что при инициализации классика мы обнуляем наши переменные. И да, я тут забыл. Говорим о том, что инициализируем нашу переменную нашим дата-контрактом входящим. Дальше нам нужно будет считать, есть ли у нас вообще линии, есть ли у нас какие-то записи в наших списках, потому что, как я уже говорил, когда мы реализовываем в Word undo redo, то у нас есть какое-то ограниченное возможности, то есть когда мы сделали undo, исправили, то мы уже не сможем делать redo. Когда мы делаем вот это вот исправление, нам необходимо обнулять наш список. Поэтому мы делаем две переменные, не две переменные, а два метода, которые возвращают нам количество текущих элементов команд, которые попали в список redo и undo. И то же самое делаем с undo. Дальше мы говорим о том, что у нас будет операция do, undo и redo. Do — это наша первая операция, с которой мы начинаем работу. Ну, то есть, грубо говоря, когда мы делаем какую-то модификацию польска, это формально на формочке у нас происходит modify field. Говорим о том, что когда мы делаем modify, мы делаем формально redo, как я уже рассказывал ранее, с входящим, с тем дата-контрактом, с которым мы работаем. Говорим о том, что если мы сделали операцию, у нас растет undo list. Причем, что поскольку мы будем обрабатывать его
с первого элемента, то необходимо каждую следующую операцию, которую мы делаем undo, добавлять в начало, потому что когда мы будем делать undo, нам необходимо откатывать последнюю операцию. И обнуляем redo list. Не могу привыкнуть к IntelliScience 7. Да, я за полчаса успею. Ну, я понимаю. Так, на самом деле я уже скоро заканчиваю, там, минут 10 еще. Мы сделали метод doModify на контроллере. Теперь нам необходимо реализовать обработку наших стеков при вызове методов undo и redo. Мы говорим о том, что public st %field undo операцию Да, еще раз, вот мы в этом doModify, в чем смысл паттерна команды, что мы, когда делаем doModify, мы формально просто передаем, какую команду выполнить на текущий момент с нашим дата-контрактом. А дальше уже мы в системе сами определяем, что происходит дальше по тем методам, которые мы прописали ранее в командах. Соответственно, когда мы делаем undo, если у нас есть хоть одна операция undo, то мы будем бежать по списку этих undo и получать нашу команду. Получаем наше значение, удаляем его из нашего листа. И делаем команду undo, которая прописана, но выполняем undo той команды, которая приходит нам, которая была последняя в нашем списке, которую мы записали в список undo команд. Потому что мы можем сначала модифицировать name, потом description, потом еще раз description, потом опять name. И мы не знаем, какая у нас операция будет последняя, которую мы выполняли, поэтому таким образом с помощью паттерной команды нам все равно, мы просто вызываем на ней метод undo, потому что они все реализуют один интерфейс. И когда мы делаем операцию undo, мы говорим о том, что redo list у нас начинает расти, потому что мы снова можем выполнить те же команды, которые мы делали ранее. Так, это что касается, если у нас есть записи, если у нас таких записей нет, то мы просто возвращаем наше текущее состояние. И аналогичным образом делаем redo операцию. Проверяем, есть ли у нас что возвращать. Если есть, то идем по листу. И обновляем undo лист. Добавляем ту запись, которую мы удалили. С этим понятно пока, да? И мы переходим к нашему клиенту. Когда мы создали всю инфраструктуру, мы начинаем ее использовать, и сейчас покажу, что это действительно очень удобно. Мы объявляем переменную нашего дата-контракта.
объявляем переменную нашего контрола. Куда передаем эту переменную, с которой он и будет в дальнейшем работать по спискам. И начинаем править наш дата-контракт. Мы говорим о том, что да, мы вот уже не используем никакие методы parm, потому что все присвоение у нас уходит на команды modify. Мы говорим о том, что новый дата-контракт будет выполнить команду с этим дата-контрактом и команду stmodify name command. Дальше мы говорим, что с этим же дата-контрактом мы выполняем команду модифицирования у него description. Чтобы проверить, что какое состояние у нас сейчас после первой итерации у дата-контракта, мы выведем информационное сообщение. Ну, тут мы уже, естественно, воспользуемся нашими параметодами. Угу. Угу. Так, тут построились, тут... Все супер. После чего мы сделаем еще одну модификацию полечка. Выведем его еще раз. Покажем, что у нас оно поменялось. Опять же таки, у нас тут получается модификация происходит при каждом, в отличие от момента, когда мы сохраняли просто состояние в какой-то момент. Тут у нас состояния идут в каждый момент времени, в отличие от предыдущего примера. Но мы можем настроить так моменты, чтобы он ставил на запись, вот, грубо говоря, у нас моменты записывали значения после любой модификации.
Потом мы говорим о том, что сделайте-ка нам undo. Undo раз. И undo 2. Посмотрим, что у нас получится. И тут мы сделаем redo. Итого, что получается? Что мы создали сначала, проинициализировали пустыми значениями наш дата-контракт. Сделали модификацию ему полечко name, прописали новое значение John, полечко description прописали новое значение speaker. Выведем это значение, получим. Мы должны получить, что John и speaker в нашем инфологе. Затем мы меняем имя на Sam. Затем делаем, увидим в инфологии, хотим увидеть, опять же таки, Sam Speaker. После этого мы делаем 2 раза undo, и мы должны увидеть John и ничего. И после этого делаем redo и должны увидеть то же самое, что в 4-й итерации. Давайте посмотрим. Сервер упал. Секунду. Ожидаемое поведение. И сработает. Может, какой-то пока есть вопросы, пока она грузится. Ну, тогда сейчас она быстро загрузится. Пока проверим, может, у нас есть внешние спикеры. Ой, не спикеры, внешние просто нет, их нет. Так, что мы видим? За первую итерацию John Speaker, за вторую итерацию Sam Speaker, за третью итерацию John без ничего, потому что мы сделали 2 раза undo, и потом мы делаем redo, John Speaker. Все, у нас все получилось. По презентации у меня все. Тут есть пару полезных ссылок, которые вы можете затем скачать на сайте. Тоже полезные ссылки. И все, спасибо, что пришли. Вопросы какие-то есть? Нет? Пожелания? Да. Да, вопрос был, можно ли выполнять undo redo в асинхронном режиме. Да, можно, как раз команда позволяет нам выполнять это в асинхронном режиме. Memento не позволяет. Я же говорю еще раз, Memento нам предназначен, вот если сравнивать undo redo паттернами Memento и команда, можно представить себе, что команда — это Word,
А Memento — это наша система контроля версии. Memento сохраняет вообще все изменения. То есть даже если их не было, но мы решили сохранить почему-то еще одно состояние объекта, у нас будет в системе два вот этих разных состояния, к которым мы можем затем обращаться. Все тогда, коллеги, спасибо, что пришли. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки.